is of inside of your brain. Вот это внутри мозга. Okay, go past this one, go to the mother-in-law. We all got mother-in-laws that are married. У всех есть свекрови, тещи, да, тещи, у всех I есть have a свекрови. wonderful mother-in-law. She's fantastic. But we're going to do a joke now. У меня есть замечательная свекровь, но мы сейчас пошутим на тему тещи и свекрови. Вот ваш мозг. Watch how it moves around. Смотрите, ваш мозг двигается. The front part of your brain is metacognition. И передняя часть вашего мозга — это метакогнитивное восприятие, метакогнитивные способности. Metacognition is your non-conscious mind. Метакогнитивное восприятие — это подсознание. You're going to have to replay it, sorry. Metacognition is the part of your brain that enables you to stand outside of yourself. Что такое and observe your thoughts. метакогнитивное восприятие? Это способность встать как бы со стороны, посмотреть на себя со стороны и оценить свои мысли со стороны. So this is a mother-in-law joke to demonstrate my point. Итак, сейчас будет шутка о свекрови или о теще. Я хочу просто проиллюстрировать то, что я... And your mother-in-law doesn't like you. А что делать, когда ты вышла замуж, или ты женился, или и теща, и свекровь тебя недолюбливает? I hate my mother-in-law, so here's a toxic thing, because she's always telling you you don't cook well, you don't dress your children well, your house is not clean enough. И вот, например, я как женщина вышла замуж, и моя свекровь постоянно мне говорит: ты плохо готовишь, ты плохо убираешься. И у меня из-за свекрови в голове вырастает ядовитая отравленная мысль, черная. She hurt my feelings 10 years ago. Она 10 лет назад меня обидела. Там, whatever. Ну, свекрови бывают I'm разные, gonna tell it to her today, I'm gonna whatever. И я думаю, ну я сегодня пойду и разберусь с этой свекровью, все и выскажу. Those little things you saw flashing. И вот видели вот эти маленькие такие всплески. With the words coming off. Вот то, что появлялось, мигало, и слова появлялись. Represent these toxic thoughts. Это вот эти ядовитые отравленные мысли. It doesn't matter what someone has done to you. Неважно, если что-то кто-то тебе сделал. Or said about you. Неважно, что кто-то что-то о тебе сказал. Because God tells us to forgive. Потому что Бог повелевает нам прощать. Because if you don't forgive, если ты не простишь, you are forever connected to that person who potentially hurt you. Ты навсегда останешься связанным с этим человеком, который тебя ранил или обидел. А Бог сказал: возложи все свои заботы на меня. So by keeping the toxic pain, и если ты будешь держаться за эту ядовитую боль, за токсичную боль, not only are you destroying your own brain and body and spirit and soul, ты этим будешь разрушать не только свой мозг, свое тело, свой дух, свою душу, but the people around you, но ты этим будешь разрушительно влиять или действовать на людей, которые рядом с тобой. and the next 4 generations. И ты повлияешь на жизнь последующих 4 поколений. If you don't fix those mother-in-law thoughts, если ты не сумеешь разобраться с этими плохими мыслями they will be in your children's heads. о свекрови, то эти плохие мысли, эти мысли перейдут в голову твоих детей, твоих внуков, твоих правнуков. Everything about you goes through the sperm and the ova to the next 4 generations. Все, что есть в тебе, переходит в последующие 4 поколения. The iniquity of the father will reach through to the 3rd and the 4th Нечестие generation. отцов переходит до 3-го и даже до 4-го поколения. But you're not responsible for your father's sin. That's what the Bible tells us. Но в Библии также написано, что ты не несешь ответственности за грехи своих You don't отцов. want this in your head. И если ты не хочешь, чтобы эти ядовитые вещи были в твоей голове, So if it did pass through to the next generation, если вдруг что-то проникло из предыдущих поколений, which it did, а на самом деле проникает, it is zipped up. Imagine this in a cocoon. Представьте, что все это в коконе, что все это закрыто. Inactive. И все это еще не действует, все это в неактивном состоянии. So it's active in your generation, если что-то действует в твоем поколении, but inactive in the next 4. а в следующих 4 поколениях не действует, Unless если только you look at your mother, the way your mother treated her mother-in-law, the way your mother spoke about her mother-in-law. Okay. I told you, the Holy Spirit said I can trick you. Tell them. Да, Дух Святой ее все-таки заставил сказать что-то, что я не сразу That понял. was the first trick. Это... Okay, let me say that again. So, if this negative thought towards your mother-in-law, если какая-то негативная мысль, плохая, если у вас плохая мысль о вашей свекрови или о вашей if теще, you are constantly talking about your mother-in-law in front of your children, если вы постоянно о своей свекрови говорите плохие вещи, и ваши дети это слышат, this is the nurture you are providing your children with. вы питаете своих детей вот этими плохими вещами. And if that thought was there when they were conceived, и если эта мысль уже была в вас, когда вы только зачинали своих детей, that thought's in their head. то эта мысль также проникла и в их голову. By you constantly talking about her in a negative way, и если вы постоянно о своей свекрови говорили плохо,
you provide a signal in your children's head то вы послали сигнал в голову своих детей. that will unzip this thing. И то, что в них находилось в спящем состоянии, то, что в них дремало, выйдет And they will наружу. start operating from that. И они начнут чувствовать себя точно так же. So they won't like their grandmother, И им не будут нравиться им уже не будет нравиться их бабушка. even if they never see her. Даже если они бабушку не видели, они ее будут недолюбливать, не видя ее. And that's a terrible thing to do to the next generation. Это ужасно, мы не должны так поступать со своими потомками. That's a bitterness that's been transferred. Эта горечь переходит из поколения в поколение. It's destructive. И она разрушает. It'll be causing issues in your children. И у твоих детей будут проблемы. So you need to acknowledge. И ты должен осознать. You need to repent. Ты должен You need to покаяться. eliminate this thing. Ты должен избавиться от этих ядовитых мыслей. Over 21 days, not 5 minutes. И ты можешь избавиться от них только за 21 день, не за 5 минут. And you need to apologize to your children И ты должен извиниться перед своими детьми. and say, I'm sorry, my reaction was wrong. Скажи детям: прости, что я научил тебя неправильным вещам, моя реакция была неправильной. I'm not responsible for what she's done, Я не отвечаю за то, что она сделала, but I am responsible for my но reaction. я отвечаю за свою реакцию. And I am responsible for, as a parent, to teach you the right И reactions. я, как родитель, отвечаю за то, на мне ответственность за то, чтобы научить тебя реагировать правильно. So therefore, I pray over this in you. Поэтому я молюсь о этой токсичной мысли And в you work тебе. with your children over 21 И days. вы должны на протяжении 21 And you дня eliminate- помогать своим детям. And you eliminate that from И their вы должны brain. помочь детям избавиться от токсичных мыслей. Your words going in their head is the signal to destroy that brain. And that Ваши toxic. слова, которые проникают, неправильные слова, которые проникают в мозг ваших детей, разрушают мозг ваших And this детей. goes for everything. И это касается всего. Depression, alcoholism, Депрессия, алкоголизм, any kind of anxiety, worry, bitterness. любое беспокойство, любая Whatever. обида, любая горечь, что бы это ни было. There's nothing that you have to live into from the past. Вы не должны страдать от того, что было в прошлом. Please remember 2 Thessalonians 1 verse 8. Помните, что написано во 2 Фессалоникийцам 1:8. 1 verse 6, sorry. 1:6, простите. Which says, Там написано: I will repay with retribution «Я воздам за нечестие those who trouble you. тем, кто тебя беспокоил». God's got your back. Бог присматривает за тобой со спины. Бог тебя When you forgive защищает. someone, Когда ты кого-то прощаешь, you break the connection ты разбиваешь эту связь. of evil in your life, Ты разбиваешь эту связь со всяким злом, который есть в твоей жизни. and healing will come. И начинается исцеление. If you're 1,000 miles away from your mother-in-law, Если ты в 1000 километров от своей and you свекрови, think it's okay to keep those toxic thoughts, от своей тещи, и ты думаешь, что нормально вот эти ядовитые мысли в голове, я же далеко. it's not. На самом деле это ненормально. Because every time you think those toxic thoughts, they are energy. Каждый раз, когда ты обращаешься They are alive. к этим ядовитым мыслям, они начинают оживать еще больше. And because you're in relationship with your И mother-in-law, так как у тебя, тем не менее, остаются отношения со свекровью, it is going to impact her. твои неправильные мысли повлияют на нее, на эти is- отношения. This is quantum physics. И это уже квантовая физика. There's no space-time dimension. И речь идет о пространстве, о времени и о месте. There's no space-time dimension in God's law. Когда действуют Божьи законы, никакие пространства не могут отделить. And a curse without a cause will not alight. И проклятие, незаслуженное проклятие, не сбудется. A curse with a cause will alight. Но заслуженное проклятие сбудется. If you're in relationship with your mother-in-law and you speaking negative, И если у тебя есть отношения с твоей свекровью или с тещей, и ты говоришь плохие вещи о ней, and she's speaking negative about you, а она говорит плохие вещи о тебе, you are cursing each other. то вы друг друга проклинаете. You both forgive, Вы должны простить. the curse is removed. И если вы простите, If то only one chooses to forgive, проклятие уйдет. Если ты примешь решение простить, the one who keeps the bitterness если кто-то простит, а кто-то нет, will increase their toxic level. если кто-то живет в непрощении, эта токсичность Will в нем increase будет умножаться, увеличиваться. Will increase the curse in their life. И проклятие в его жизни умножится, если Let он me не show you простил. last image. И я вам хочу показать. Let me show you another image. Еще один рисунок. This is the good thinking down the bottom. There's the good thought, Вот внизу вы видите, это хорошая мысль. which says, I forgive my mother-in-law. Это такая мысль, которая говорит, я прощаю свекровь, прощаю Those up тещу. there, Вот там those are the bad
bad ones. Это плохие мысли. I hate my mother-in-law. Ненавижу свекровь, ненавижу тещу. Whatever. Okay, now there's the connections that I was talking about earlier on. И вот связи, о которых я говорила. Whatever you think about the most will make the connections into those mushrooms. О чем ты думаешь больше всего, заставит эти вещи расти, появятся эти отростки. Those are mushrooms, so they've been thought about a lot. И вот эти отростки, с которыми происходит самая большая связь, о чем ты думаешь больше всего. The enemy comes in and tries to make you think more about the negative. И враг приходит и заставляет тебя больше всего думать о плохих вещах. But you can choose not to. Но ты можешь избрать для себя не думать о плохих вещах. Watch what happens. Look at the purple there. Смотрите, что происходит. Вот это вот сиреневое, лиловое, да? That is a chemical that is connecting that to that, the bad one to the good one. Это химические вещества, которые соединяют хорошее и плохое. And the good one to the good one. И хорошее с хорошим. If you think only about the good one И если ты думаешь только о and no хорошем, longer about the bad и ones, ты перестанешь думать о плохом, they will go away. то все это уйдет. And you will be connected to the Word of God and life. И ты будешь связан с Божьим Словом и с жизнью. And you are connected to the vine, and you have forgiven, and you have eliminated the toxic thoughts. И ты будешь пребывать на лозе, получишь прощение и избавишься от токсичных мыслей. You see that purple, those purple bubbles? Видели вот эти такие лиловые пузырики, да? We're going to play it again. Those purple Мы little, снова покажем. those purple little bubbles Сиреневые вот эти пузырики, connect они соединяют the thoughts together мысли вместе. with the little mushrooms. Смотрите, вот эти отростки. There's mushrooms and glue. Там есть клей. Simple brain science, И okay? это наука, все это научные Whatever исследования. I choose to think about, И если я решаю о the mushroom чем-то becomes stronger, думать, эти отростки становятся сильнее, and there's more glue. и появляется, вырабатывается больше клея. Whatever I choose not to any longer think on, И если я принимаю решение вот о чем-то определенном больше не думать, the mushroom will become a lollipop. то отросточек начнет засыхать, он превратится в такой леденец. The lollipop will become a bump, И потом превратится в такой and the bump will become nothing. в шарик, и потом и шарик этот исчезнет, этот пупырышек And the исчезнет. glue will shift away from the bad И этот клей перестанет быть там, где плохое, and shift to the good. и этот клей переключится на что-то хорошее. And those will pop away and disappear. И все это начнет отпадать, как бы отсохнет, исчезнет. And whatever you've chosen to focus your mind on И если ты примешь решение сосредоточиться на чем-то, gets the most glue, то в то место, о чем ты думаешь, потечет клей. the prion protein, И туда потекут белки, протеины. and you become connected to life. И ты будешь связан с жизнью. You do that. Ты делаешь это. Your choice. Выбор за тобой.